Сегодня мы займемся изготовлением риса, вареного риса со спаржой на сковороде. Что мы для этого возьмем? Для этого возьмем примерно полкило спаржи свежей. Возьмем 500 граммов крупного риса, крупнозернистого риса. Возьмем немного оливкового масла, 2 луковицы, примерно 120 грамм сыра, который тянется при разогреве, и поперчим и посолим. Вот так. Значит, что мы будем делать? Мы поместим свежую спаржу в кипящую воду, но вода не должна закрывать всю спаржу, где-то до верхушек. Верхушки должны вариться на пару, которые образуются при разогревании воды до кипения. После того, как мы прокипятили спаржу, она при окончании варения риса кладется в рис и перемешивается. Вот такой рецепт. Итак, приступим к изготовлению. Значит, что мы сделаем? Порежем лук, его поджарим на масле в сковороде, добавим рис вымытый в сковороду, его прожарим и потом потихоньку начнем подливать бульон от спаржи, от варящейся спаржи. И в конце варения риса добавим всю спаржу, вот эти верхушки спаржи. Вот так. А потом добавим и сыр. Посолим и поперчим в конце. Итак, мы порезали 2 луковицы и поместили жариться в оливковом масле в печь. Я уже даже посолила. В конце варенья мы откорректируем соль по вкусу. Вот так должна вариться спаржа в кастрюле. Вода закипит, она будет вариться закрытой крышкой, вот, под влиянием пара, накопления паров внутри кастрюли. Вот таким образом. Когда лук уже достаточно прожарился, но еще не подгорел, никогда нельзя, чтобы он подгорал для ризотто, мы добавим рис и его прокалим в этом масле и в луке. Прожаривать рис в масле нужно для того, чтобы он не разварился при варке риса. Когда мы сейчас начнем добавлять бульон от спаржи, от варящейся спаржи, мы будем добавлять порциями, как это делается в любом итальянском ризотто. И когда выкипит порция, мы добавим другую, пока рис не сварится. И вот чтобы рис не разварился в центре зерна рисового, его нужно прокалить до начала варения. Вот то, что мы сейчас делаем. Вот мы сейчас добавили первую порцию бульона от спаржи. И сейчас прикроем крышкой эту сковороду и будем продолжать варить рис, пока не выкипит эта порция бульона от спаржи. После того, как она выкипит, мы добавим другую. Сейчас я вам покажу, как я чищу вареные аспараджи, чтобы они были съедобные. Как это делается? Это делается точно так же, как чистится килька. То есть берется рукой вот это весь стебель и движением снимается вся съедобная часть. Вот видите, да? Вот так я делаю.
То есть эта пунта, она вся съедобная. Видите, ее будет удобно жевать и удобно есть. Вот так мы эти пункты спаржи чистим. Все, что не снимается, это несъедобное. То есть мы просто не сможем сживать и съесть. И вот так потихоньку, помаленьку все чистим. Точно так же чистится рыба. Когда делается филе из рыбы, точно так же. От головы начинается это движение и по направлению к хвосту. А я здесь делаю от хвоста к голове, да? Все наоборот в случае спаржи. И вот все это съедобная часть, которую мы сейчас положим в сваренный уже готовый рис. Сначала добавим сыр, который расплавится в горячем рисе, и потом добавим эту спаржу, съедобную часть спаржи. Вот так вы научитесь делать спаржу, да? Вот эта вся спаржа съедобная, то есть мы сможем ее жевать, и она не будет представлять проблемы для еды. А это выбрасывается. Вот он наш горячий рис. Значит, мы добавляем сыр, его перемешиваем и сразу же добавляем масло, еще немножко. И можем добавить сразу же перец. Немного соли. И начнем перемешивать. После того, как сыр весь растает, мы добавим спаржу. По-итальянски будто спараджи, спаржа по-русски. Видите, сыр вот он так растает в горячем рисе, сваренном, готовом. Вот так. Вот он готов уже практически. Это на 6 человек. То есть 6 порций из полкилограмма сухого риса. Значит, добавим спаржу. И все хорошо размешаем. Вот видите, спаржа вместе с рисом перемешивается. Это уже блюдо, готовое к еде. Подача на стол. Вот так. Теперь мы его положим на тарелочку. Таким образом. Рис немного разварился. Вот так. Но он такой, тоже рис имеет вид из-за сыра расплавленного. То есть сыр расплавленный так на него действует немного. Вот наш
Рис готов к еде. Вот таким образом. Сверху мы можем натереть немного сыра. Вот это для одного человека готово. Вот так.